Расскажу, как профессионалы ухаживают за томатами. Расскажу, как формируют, чем подкармливают, чем удобряют. Ускорить созревание томатов сразу на 2-3 кистях можно. Все плоды завязались. Такого результата вы тоже можете добиться у себя на участке. Добрый день, дорогие дачники, садоводы, огородники, все те, кто интересуется загородной жизнью. С вами нетипичный фермер Анна Акинина. Я приглашаю вас к себе на производственную теплицу. Сегодня я немного вам расскажу о семеноводстве и селекции, как продвигается наша работа. И, конечно, расскажу вам о томатах, потому что я сейчас в томатной теплице. Расскажу, как профессионалы ухаживают за томатами и как они, собственно, добиваются вот таких результатов. Что полные кисти, все поспело, смотрите, какая хорошая завязываемость. Расскажу, как формируют, чем подкармливают, чем удобряют. Сразу вам скажу, такого результата вы тоже можете добиться у себя на участке. И это несложно. Главное — соблюдать все нюансы. Своим подписчикам я уже рассказывала, что в этом году мы очень плотно занялись именно селекцией и семеноводством. И я хочу оставить след в истории нашей страны. Я хочу, чтобы после меня что-то осталось. И, конечно, как человек, который занимается растениями, лучше всего, если за мной останутся какие-то классные сорта и гибриды. В работе над этими сортами и гибридами задействовано очень много народа, которые тоже получают зарплату, тоже реализуют свой потенциал, например, селекционеры. Вот она уже первая моя гордость. Посмотрите, целый ряд. Это все один томат. Один томат, который еще номерной, мы еще не выбрали для него название, но уже точно могу сказать, что этот красавец обязательно будет в линейке нетипичного фермера. Выбирать пришлось долго, и не сразу он, конечно, появится. Сейчас только идет первый цикл, это уже были готовые наработки селекционера, то есть были родительские формы, папа, мама, их скрещивали, и вот из того, что скрестили, отобрали этот гибрид. Вот сейчас в этой теплице, посмотрите, как много, это все один томат. С него будут собираться семена. Когда соберутся семена, просушатся, дальше этот томат уйдет на размножение. Из всего этого его размножат на огромное количество семян, которые потом в дальнейшем смогут купить обычные дачники. Как же так в такой теплице получаются такие джунгли? Вы можете обратить внимание, сейчас высота томата около 3 метров. Так вот, любой индетерминантный томат, то есть томат высокорослый, дома в теплице вы тоже можете довести до такой высоты. У меня, в принципе, это неплохо получалось в моей маленькой теплице, до 2,5 легко дорастают. Без отопления, то есть это когда мы в конце апреля где-то высаживаем рассаду, и вот в августе уже вот приблизительно такие же джунгли. Конечно, когда объем теплицы большой, как здесь, больше воздуха, больше солнца, нет вот этого пекла и жары, томат себя чувствует более комфортно и вот легко дорастает до таких размеров. Сейчас самое время прищипнуть томаты, если вы этого не сделали. Для чего мы делаем прищипку верхушки? Для того, чтобы все силы у нас направились на созревание плодов. Именно тогда мы можем получить несколько зрелых кистей подряд. Если мы выращиваем, допустим, дома в теплице в открытом грунте, мы видим, как созревает одна кисть, потом вторая. У нас нет вот такой красивой картинки, как в теплицах. Это все как раз добивается путем того, что мы прищипываем верхушку, все силы идут на плоды, и еще мы даем правильные подкормки, о них я тоже сейчас расскажу. Обратите внимание, здесь, если посмотреть на кисточку, вот мы с вами в руку, допустим, возьмем любую кисть, мы можем заметить, что у нас все плоды завязались. Вот за малым исключением, вот видите, цветочек отвалился. Где тут еще? Нигде, вот даже если мы уберем вот этот цветочек, увидим, что там уже образовывается томатик. У нас в теплицах очень часто бывает, что цветки отваливаются. Меня спрашивают, в чем же причина? Причина – неопыление томата. Почему происходит неопыление? Очень жаркая температура, пыльца становится стерильной, томат не опыляется, цветок отвалился. Как этого достичь, я уже подробно рассказывала в отдельном ролике. Нужно обязательно делать притенение теплицы, обязательно делать проветривание. Здесь, в производственной теплице,
конечно, стоит автоматическое проветривание. Чуть температура поднялась, выглянуло солнышко, даже вот пока мы с вами снимаем, это происходит. Открывается форточка и идет естественная вентиляция. Дома, соответственно, вы тоже можете сделать автоматические форточки. Сейчас в теплицах их делают практически во всех. Либо делайте хорошее проветривание, то есть с одной стороны дверь в теплице, с другой стороны можно поставить дополнительно вентилятор, чтобы была циркуляция воздуха. И не забывайте помогать томатам, опыляйте сами. Как это делать, я тоже рассказывала. Вам просто нужно вот так вот потрясти томат, постучать, пыльца осыпется и произойдет опыление. То есть томаты не нужно опылять кисточкой, как многие овощные культуры. Достаточно просто хорошо потрясти. Все томаты у нас, по сути, опыляются ветром. Вот так вот. Томаты бывают разные. Разновидности томатных листьев, кистей, самих плодов. Вообще, это тысячи. Но чаще всего бывает, когда у томата простая кисть. Что такое простая кисть? Вот посмотрите. Вот она. Одна кисточка, и идет разъединение уже непосредственно на томатике. А бывает, что томат выдает сложные кисти. Вот, например, это тот же самый томат, но у него пошло разъединение кистей, и посмотрите, какую красоту он выдал. Томаты со сложными кистями могут выдавать иногда простые кисти, это как раз тоже зависит от погодных условий, от стресса томата. Чуть где-то опустилась температура, томат среагировал, поднялась сильно температура, томат тоже среагировал. Но если генетически заложены у томата только простые кисти, он и будет давать простые кисти. Конечно, в производственных теплицах все очень-очень автоматизировано, но, как показывает практика, мы и в своих огородах тоже можем сделать. Вот смотрите, стоит датчик, он приблизительно в середине теплицы, и этот датчик смотрит на температуру, когда она сильно повышается. Вот он, кабель идет, и смотрите, автоматически открываются верхушки. Вон он стоит, моторчик, такая вот автоматизация. Посмотрите, я покажу вам пример на нашем тоже знаменитом томате. Это томат Гелгал красного цвета, тоже очень вкусный, сочный, подходит для салатов, для консервации. Это красные такие классические мясистые помидоры, которые очень хорошо хранятся. И смотрите, здесь в кисти уже нет столько томатов. Здесь вот кисть 4-5 томатов, но они завязаны полностью, и если взвесить эту кисть, она весит много. Поэтому мы обязательно подвязываем на кисти держатель, вот такой крючочек. У нас тоже такие продаются в нетипичном фермере. Это тоже для вашего удобства, если вы выращиваете все по правилам агротехники. Правильно формируете, у вас хорошие условия в теплице, у вас тоже будут такие кисти, и они будут обязательно ломаться. Поэтому не забывайте подвязывать кисти. Смотрите, вот все тяжелые у нас хорошенечко подвязаны. Вот посмотрите, как я вам говорила, простая кисть, вот так вот она выглядит. Кисточки, конечно, бывают разные. Вы наверняка видели кисточки коротенькие, где 6 томатиков. Бывают вот такие длинные, бывают вообще гигантские. И хочу обратить ваше внимание на клеевые ловушки. Они только-только были развешаны. Посмотрите, нет ни одного вредителя. Что такое клеевая ловушка? Клеевая ловушка – это, по сути, индикатор. И клеевая ловушка вас заранее предупреждает об обработках. На клеевую ловушку может приклеиться трипс, тля, белокрылка. Еще в тот момент, когда вы визуально ее не увидите. То есть у вас все овощи здоровые, прекрасно, а тут кто-то появился. Вот тут появился, быстрее обрабатывайте. Еще в этот момент, когда никого нет, вы можете обойтись обработками не химическими, ну какими-то простыми, например, фитовермом. Фитоверм – это акарицид, инсектицид от всех практически вредителей, которые бывают. У него срок ожидания маленький, через 4 дня вы можете употреблять овощи в пищу. Но если вы пропустили этот момент, ждите беды. Если вот белокрылка залетит в теплицу, это все. Через месяц потеряете весь урожай, не успеете собрать, все будет в черной пленке, а белокрылка будет летать везде. Поэтому в каждую теплицу обязательно вешайте клеевые ловушки. Это дешево, это удобно и это очень важно. В любых производственных теплицах клеевые ловушки – обязательное условие. Но я думаю, что многие дачники уже это оценили, и даже огород на окне, когда выращивают, обязательно вешают. Я тоже придерживаюсь такого правила.
И давайте поговорим о красивой картинке, которую вы сейчас видите, это созревшие кисти. Дома мы, конечно, такого не можем добиться, потому что у нас созрел томат, мы его сорвали потребление. Но все-таки ускорить созревание томатов сразу на 2-3 кистях можно. И это достигается путем подкормок. Сейчас, когда у нас начинается цветение, завязываются плоды, созревают плоды, очень нужно много калия. Мы прекращаем абсолютно все азотные подкормки. В линейке Steam Garden есть питательный раствор для томатов. И вот если вы сейчас будете им кормить, созревание томатов пойдет быстрее. Давайте еще поговорим про полив. Многие считают, что помидоры нужно поливать редко. Это полнейший бред. Поливать редко, но метко. Вот представьте, сколько жидкости сейчас находится в плодах. Когда идет цветение, созревание томатов, минимум 2 литра воды в сутки необходимо томату. Здесь, смотрите, проложена капельница. Это капельная лента. И вот по этой капельной ленте непосредственно в корневую систему дается питание. Здесь тоже идет полив питательными растворами. То есть все микро- и макроэлементы подаются непосредственно в корень. Вы можете использовать препараты абсолютно любых марок. Сейчас мы исключаем азот. Азот – это то, что у нас отвечает за зеленую листву. Нам сейчас нужен калий и фосфор. Калий в большем количестве, чтобы созревание шло быстрее. Что еще можно сделать, чтобы ускорить созревание, когда у вас, обратите внимание, не когда у вас завязалась одна кисть, а когда у вас действительно 1, 2, 3, 4, кистей 5, 6 уже завязаны, и томаты не краснеют. Вот вы можете под первой кистью удалить листочки, под второй кистью удалить листочки, но не делайте их лысыми. Посмотрите, если в процентном соотношении посмотреть, сколько на кустике сейчас листвы, процентов 75-80 листвы осталось, потому что именно из листа происходит перелив сахаров в наши плоды, то есть растения функционируют. Многие питание дают по листу. Если вы даете по листу питание, естественно, у вас должны быть листья, иначе что обрабатывать? И, конечно, не забываем об обработках. Чтобы обойтись без химии, мы используем бактериальные препараты. А в теплицах, в зависимости от предназначения, тоже используют либо бактериальные фунгициды, либо химические препараты, если нужна просто красивая картинка. Если теплица селекционная и дальше семена идут на селекцию, на семеноводство, тоже все обрабатывают бактериальными препаратами. Наши препараты Steam Garden, биозащита, это как раз тот препарат, который используют тепличники, производственники, профессионалы. Я когда-то познакомилась с его создателем и нашла, именно завезла на рынок, на хобби-рынок, чтобы вы могли пользоваться именно оттуда. То есть этот препарат для больших теплиц и комбинатов. Поэтому я сама использую инструменты, которые используют производственники, агрономы. Это технология, которая, по сути, делалась годами, десятилетиями, и здесь все выверено. Но вы знаете, в комбинатах иногда очень сильно с химией перебарщивают. Вот я стараюсь сама использовать натуральные препараты, но современные действенные технологии и вам их передавать. Получить такой томат без химии реально, мы это доказывали не раз на наших участках. Самое главное на самом деле не то, что вы льете под томат, а вот эти маленькие нюансы: проветривание, опыление, полив, обработки листа, подкормки. Это все в комплексе влияет, чтобы получить вот такую красоту. А вкус как раз достигается калийными подкормками. Можете обработать наш биостимулятор. В нем есть сера, сера тоже отличает за вкусовые качества плодов. А пока давайте пройдемся еще раз по томату, который у нас находится в селекции. Сейчас у нашего томата идут последние испытания. И последнее испытание будет, конечно, на моем участке. Этот томат тоже растет в моей теплице. В моей теплице он созреет немножечко позже. И там я уже приму окончательное решение. Потому что, как ни крути, вкус томата немного разнится в открытом грунте, в домашней теплице, в производственной теплице, потому что разные условия. И дома я уже сниму вам этот томат. Скорее всего, он будет с названием, потому что сейчас у этого томата названия нет.
Я предлагаю вам, моим подписчикам, поучаствовать в этом деле, выбрать название для нового томата от нетипичного фермера. Тот, кто даст классное название, его, кстати, не будет в селекционных наработках уже, потому что в этом тоже заключается сложность подбора названия. Главное, чтобы такого существующего томата уже не было. И когда мы его назовем, подадим документы на регистрацию, его зарегистрируют, томат попадет в линейку нетипичного фермера, возможно, в дальнейшем попадет к другим торговым маркам. Я буду очень этому рада, буду гордиться. А пока предлагайте название вы. А я прощаюсь с вами. С вами был Нетипичный фермер. Подписывайтесь на мой канал, если не подписаны. Я рассказываю не только про овощи, но и про стройку, про загородную жизнь в целом, потому что сама это очень люблю и этим живу. И так как сейчас моя работа очень плотно связана с производством, с теплицами, можете задать интересующие вас вопросы. Какие секреты от производителя вам бы хотелось знать еще? Про что рассказать? Задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч. Пока.